Упражнения Георгия Гурджиева прежде всего направлены на преодоление механичности человека и достижение гармонии между телом, чувствами и разумом. Польза этих практик заключается в следующем. Разрыв автоматизмов. Это необычные асимметричные позы и сложные ритмы заставляют мозг выходить из привычных шаблонов движения и мышления. Синхронизация полушарий происходит в выполнении разных движений разными частями тела одновременно, создает новые нейронные связи и балансирует работу правого и левого полушарий. Развитие внимания происходит в упражнениях, требующих предельной концентрации, бдительного внимания на каждой детали. Это тренирует способность помнить себя и присутствовать в моменте. Эмоциональное равновесие — это движения, помогающие интегрировать интеллектуальный, эмоциональный и двигательный центры человека, что ведет к состоянию внутреннего покоя и центрированности. Работа с энергией. Гурджиев рассматривал тело как антенну. Правильное выполнение движений позволяет организму принимать и трансформировать более тонкие виды энергии, которые обычно недоступны из-за внутренних зажимов. Давайте рассмотрим одно из таких упражнений, которые давал Гурджиев своим ученикам. Это хорошая возможность показать вам еще одно упражнение. Обычно я не даю их одновременно, так что это будет небольшой эксперимент. Продолжайте чувствовать, видеть, слышать в течение этого упражнения. Сядьте или встаньте так, чтобы вам было видно этот стаканчик. Ставит на пол бумажный стаканчик для кофе. Отождествление — один из важнейших психологических процессов. Это процесс отдачи чему-то нашей сущности, нашей энергии, силы. Чтобы показать, как быстро все происходит, я попрошу вас отождествиться с этим стаканчиком. Посмотрите на него и почувствуйте его частью себя. Просто уберите барьеры между стаканчиком и собой, дайте вашей энергии перетечь в него, дайте своему уму втечь в него. Внезапно наступает на стаканчик, сминая его. Почувствовал ли кто-нибудь какую-нибудь боль? Многие поднимают руки. Хорошо, вы кое-чему научились ценой небольшой боли на мгновение. Нам невероятно легко отдать свою психологическую энергию. Бывало, что люди громко вскрикивали и вскакивали, когда я давал это упражнение. Представляете себе? Это всего лишь смешное маленькое упражнение. Стаканчик не представляет собой ничего особенного, вроде, например, подарка от любимой на день рождения. Мы не осуществляли длительной гипнотической индукции или какой-то медитации. Я всего лишь около 30 секунд предлагал вам отождествиться со стаканчиком, и все же многие из вас почувствовали боль, когда я внезапно раздавил его. Вы страдали, вы отождествились. Процесс психологического отождествления может начинаться и заканчиваться почти мгновенно. Он дает значительную власть с тем, с чем вы отождествляетесь. Отождествиться можно с чем угодно. Если это несложное упражнение было столь ярким, представьте себе, что было бы, если бы мы стояли около вашей машины, и у меня в руке был бы молоток, и я ударил бы вашу машину, или ваше замечательное что-нибудь еще. Самое худшее в отождествлении то, что обычно это непроизвольный и бессознательный процесс. Наши связи с вещами установлены нашей жизненной историей и культурным программированием, так что мы отождествляемся с ними автоматически. Например, некоторые люди отождествляются со своей одеждой. Если кто-то скажет, что видел на днях точно такой же свитер в магазине поношенной одежды, вам может стать весьма неприятно, хотя это совершенно мифическая конструкция. Вы отождествляетесь с чем-то, что на самом деле не есть вы сами, и когда с тем, с чем вы отождествились, что-то случается, вы страдаете. Когда кто-то в группе сказал, что чувствовал жажду, было похоже, что поначалу он с ней отождествился. «Я хочу пить, мне нужна вода». Когда он рассказывал про это, во мне возник резонанс, я действительно хотел пить. Затем я задумался о том, как с этим можно связать упражнение с чашкой и забыл про свою жажду.
Отождествление может исчезнуть так же, как и возникнуть, почти мгновенно, когда ситуация меняется, но когда оно присутствует, оно высасывает вашу энергию, делает вас психологически уязвимым, в некотором роде сумасшедшим. Вы страдаете по поводу совершенно символических действий. Моя страна, мой флаг, моя религия, мое то, мое сё и так далее. Читатель, продолжаете ли вы, читая эту книгу, чувствовать, смотреть и слышать? Для многих из нас это трудно, но попытайтесь сохранять хоть немного произвольного сознания хотя бы некоторых частей тела. Также стоит рассмотреть и медитацию как разотождествление. Формальную медитацию с психологической точки зрения можно понимать как практику разотождествления. В випассане вам предлагают следить за всем, и с ощущениями, и мыслями, и эмоциями, совершенно спокойно, не следуя им, не анализируя их, не стремясь к одним и не отвергая других. Это практика разотождествления. Если, например, во время медитации вы чувствуете жажду, и если вы уже достаточно продвинуты в випассане, то в жажде вы видите то, что она является, определенным набором ощущений, по отношению к которому обозначение «жажда» является вторичным. Наши ощущения приходят и уходят, такова реальность. Может прийти ощущение жажды, и мы принимаем его за то, что оно есть, за мысль, и оно также уходит. Может прийти слово «я», оно также рассматривается, как оно есть, как мысль, как понятие, и оно тоже уходит. Когда наш ум пребывает в обычном состоянии, наши мысли перебирают множество тем, и то, с чем мы автоматически привыкли отождествляться, захватывает большую часть внимания и энергии, так что мы живем преимущественно в ментально-рациональном мире. С тем, с чем мы отождествляемся, часто связаны сильные эмоции, так что мы часто страдаем из-за вещей, которые в действительности не являются болезненными, не возбуждают нервных окончаний, с которыми связана боль, а являются искусственными, как раздавленный бумажный стаканчик. Практика самовоспоминания посредством чувствования, смотрения и слышания – это также упражнение в разотождествлении. Ситуации уже не так легко овладевают нами, если вы решили уделять часть внимания своему телу, а другую — внимательному созерцанию вещей, внимательному вслушиванию возникающих звуков. Сансара не так легко активизируется. Я не знаю, имеет ли она какое-нибудь отношение ко внешнему миру, но к проекциям, иллюзиям и отождествлениям имеет. Когда все это происходит непроизвольно, сансара оказывается той реальностью, в которой вы живете. Хотелось бы услышать, что еще вы заметили во время выполнения упражнения. Я попросил бы вас продолжать это упражнение до конца сегодняшнего дня. Это важно. Хорошо было бы выполнять его постоянно, но знаю, что не могу требовать этого от вас.